Друзья, вы решили сыграть в зоне 10. Напоминаю, колесо рулетки я разделил на 8 зон. Посмотрите. Итак, 0,10, 6,9, 1,21 и 11,28. Давайте посмотрим, как мы можем обыграть зону 10. Конечно, идеально поставить по треку в номер 10 сосед. Для большей ясности я дублирую эту ставку на колесе рулетки. И если шарик остановился в диапазоне этих 5 номеров, это, конечно, будет гениальный выигрыш. Ну, как часто так бывает? Ну, вы это все прекрасно знаете. Допустим, шарик взял и остановился в номере 16. И, как говорится, не достали одним номером. Поэтому я предлагаю вам присмотреться к ставке. Я назвал эту ставку точечная ставка. И уже сосед 24 достает до номера 16. Точечная ставка, вы удваиваете выбранный номер. Номер 10 удваивается, закрываете 9 номеров, и если шарик остановился в этом диапазоне, у вас будет хороший выигрыш. Точечная ставка очень хороша для повтора, и она не привязана к 8 зонам. Я позже вам покажу, что я имею в виду. Если вы хотите, чтобы удваивались все номера в точечной ставке, очень просто, запомните сам принцип. Внешняя сторона этих соседей с двух сторон. Пожалуйста, и у вас все номера удваиваются. Если вы хотите играть все-таки двумя соседями, но удваивать какой-то другой номер, пожалуйста. Допустим, вы решили, что будет номер 5. Пожалуйста, ставьте удвоение. Именно вы понимаете, что вы играете номер 5, а остальные номера идет страховка. Или номер 24 опять же удваиваете. Вы можете это все делать очень быстро и, как говорится, контролировать полностью ситуацию на ставках. И, как говорится, дай бог вам удачной игры на этих ставках. Присмотритесь, может вам понравится. А в поле я предлагаю вам два варианта. То есть вы поставили точную ставку, и у вас еще есть время, даже если вы делаете после броска, вы можете, если вы делаете все очень быстро, сыграйте неделимыми номерами. Первый вариант. Меня частенько спрашивают, что такое неделимые номера. Вот я и говорю, неделимые номера – это возможность поставить быстро какую-то ставку в поле, именно неделимыми номерами быстро, и никогда не пропустите номер. Итак, в зоне 10 у вас будет 5, 10, 23, 24. С одной стороны, смотрите, 1, 16, 33. А с другой стороны, 8, 11, 30. То есть вы повторяете точную ставку, но уже непосредственно в поле. Если шарик остановился в этих номерах, то понимаете, здесь у вас играл, здесь у вас играл. Замечательно. А второй вариант, нужно научиться делать это одним движением, потому что бывает, что много народу, здесь там такие столбы стоят, и чтобы успеть усилить, если вы играете, допустим, после броска, то нужно научиться это делать еще и одним движением. Выглядит это так. То есть именно одним движением я повторил эту ставку. Посмотрите, приглядитесь, может быть, она вам понравится, и вы будете ее использовать, ну и вспоминать иногда слава, сказать, о, молодец, подсказал хорошую ставку. Тем более, что я на практических занятиях и как раз рассказываю о том, как можно научиться просчитывать скорость диска, скорость шарика, чтобы определиться, в каком районе остановится шарик. Этим мы занимаемся на практических занятиях. Так что продолжайте смотреть, и дай бог вам понять и научиться это понимать, распознавать скорости диска и шарика. Но бывает и так, что точечная ставка может не сыграть, потому что шарик возьмет и остановится, допустим, в номере 36.
И ваша точечная ставка, хорошая точечная ставка не сыграла. Поэтому я предлагаю вам присмотреться еще к одной ставке. Я назвал эту ставку «Три соседа». Вот посмотрите, ставка 3 соседа в зоне 10, это будет 10, 36, 1. Вы закрываете тремя соседями 15 номеров, и если шарик остановится в диапазоне этих 15 номеров, это будет очень-очень хороший результат. И уже сосед 36, как говорится, накрывает номер 36, и все замечательно. Но эта ставка, 3 соседа, она уже привязана к 8 зонам. Вот что я имею в виду, вот в чем разница между точечной ставкой и ставкой 3 соседа. Если точечной ставкой вы можете гулять по всему полю, устанавливая какой-то номер и удваивая его, то 3 соседа, они привязаны к 8 зонам. Давайте еще раз посмотрим фото. Вот видите, зона 10, 10, 36, 1, зона 11, 11, 5, 34, зона 0, 0, 21, 28. Вот 8 зон и 8 вариантов 3 соседа. Они вот именно привязаны к 8 к этим зонам. У каждой зоны есть свои 3 соседа. Запомните их, вы уже не будете привязаны ни к тиеру, ни к шпилю, ничему. Просто выбрали сектор, зону какую-то, поставили 3 соседа, усилили, и великолепно все. Что значит усилили? Допустим, вы сыграли вот зону 10, 10, 36, 1, и решили усилить еще внутри этой ставки, пожалуйста. Это серебро. Если 10 это золото, края это 36, 1 это бронза, то в середине у вас уже идет серебро. Ну, я так обозначил для себя уже. И если шарик даже остановится, допустим, в номере 27, у вас все равно будет небольшой плюс. Вот обратите на это внимание. Но бывает... и, естественно, в поле, секунду. И, естественно, в поле нужно уже играть 3 соседа, если вы хотите повторить эту ставку. Играть нужно только одним движением. Если вы будете играть неделимыми номерами, то вы можете уже запутаться, либо даже не успевать, потому что если вы играете после броска, время ограничено. Поэтому надо научиться в поле играть одним движением. Что это значит? Итак, вы одним движением повторили эти 15 номеров. Присмотритесь, приглядитесь. Это очень хорошая ставка. 3 соседа и для повтора, и вы закрываете 15 номеров. Это как раз очень хорошее расстояние, чтобы в случае, если вы понимаете, что он идет в этот сектор, даже небольшие скоки уже позволят вам сохранить и выиграть эту ставку. Но, к сожалению, бывает и так, что даже 3 соседа не могут не сыграть. Что я имею в виду? Допустим, шарик взял и остановился в номер, упал в десятку и откатился, допустим, до номера 6. И уже ваши ставки и точечные, и, естественно, даже 3 соседа уже вот в данном случае не достают одним номером. Поэтому есть еще одна ставка. Эту ставку я назвал ставка в пол колеса. Посмотрите фото. Ставка пол колеса, вы ставите 4 соседа. В зоне 10 это выглядит так. Двадцать 3, 24, 13, 14. И если шарик отскочил, сейчас, секунду, давайте повторю. И если шарик отскочил даже в номер 6, то вы уже достаете соседом 13. Обратите внимание, что в зоне 10 именно ставится таким образом. То есть я 2 номера маленьких, они у вас удваиваются. Это тот случай, где немножко по-другому ставятся соседи. И удобно окончание 3, 3,
4, 4, 23, 24, 13, 14. Очень удобно запоминается, очень быстро ставится. Да, потратили немножко больше, но зато сохранили ставку, выигрыш будет чуть-чуть поменьше. А в поле вы можете поставить уже, если будете понимать, какой сектор летит, все-таки 19 номеров, это полколеса, то он может и единичку, допустим, и где-то вот здесь. Это большое расстояние. Допустим, вы понимаете, что, научившись понимать скорость шарика и диска, вы понимаете, что шарик летит где-то ближе к 11. Вы просто сыграете 8, 11, 30 неделимые номера. И с одной стороны вы сыграли 13, 27, 36. И пошли, допустим, опять же на 5, 10, 23, 24. И уже вы именно усиливаете как бы вот в этом районе, не в районе 14, там где вот, это вообще далековато. Но тем не менее, это, если он сюда упадет, у вас уже будет выигрышная ставка еще более значимая. То есть вы как раз компенсируете вот эти 4 соседа, и выплата будет очень-очень хорошая. Но бывают еще и такие случаи, секунду. Допустим, во время игры вы обратили внимание, что дилер умеет играть в цвет. То есть, допустим, он играет 3 черных, 3 красных, не обязательно в зоне 10, ну вообще как бы по всему полю. То есть у него поставленный бросок на цвет. То вы можете сыграть в какой-то момент вот такую интересную комбинацию. Допустим, вы понимаете, что после зеро он летит, как вы думаете, в маленькие номера в районе 10. Черные маленькие, но здесь и черные большие, в районе 10. Что вы делаете? Вы ставите сначала по треку именно по черным номерам. Главный 10. Два номера 24, 33. И два номера 8, 11. И в поле вы также повторяете, но уже не пятерочками, там по 25, по 50, либо по 100, все зависит от ваших финансов. Вы повторяете эту же ставку, но уже в поле. И если шарик остановился именно в черные номера в районе 10, представляете, у вас здесь в поле выплата колоссальная. А здесь у вас практически везде утроение. Если где-то в середине, то будет утроение. Но если даже и шарик взял и перекатился в этом секторе в красные номера, у вас все равно будет выигрыш, потому что везде здесь будет удвоение. Да, в поле не сыграло, но тем не менее у вас будет выигрышная ставка. Это очень интересная комбинация. Или же наоборот, вы решили, что после зероли он летит, допустим, в 5. То есть вы ставите уже по треку номера в районе пятерки по красным. Понятно, да? Пятерочка, 16, 1, 23, 30. И также уже в поле вы ставите также красные номера. То есть вы повторили. То есть для чего? Чтобы быстро все это сориентироваться. Прям сначала поставили по треку соседи 5 номеров, а потом эти же номера поставили в поле. И если шарик остановился именно, то есть я к чему говорю, что если дилер умеет играть в цвет, и он играет именно в красные номера, он будет падать только в красные номера. Вот в этом есть профессионализм дилера. У него поставлен бросок именно таким образом, что он никогда не упадет в черный цвет, если он играет в красный цвет. В этом есть профессионализм дилера. Посмотрите мои практические занятия, я везде об этом показываю и говорю. И поэтому, если, опять же, он упадет в красные номера, у вас будет колоссальный выигрыш, упадет в черные номера, то у вас все равно будет выигрыш, потому что будет везде удвоение. Вот то, о чем я хотел вам рассказать. А сейчас давайте я еще и обыграю, сделаю несколько бросков в этом секторе. Давайте перейдем на другой стол.
Два диска есть и время есть. Это важно только здесь.